навсегда. Все и каждый миг здесь проведенный мы пронесем через года. Мы пронесем через года. Ирландия – это страна пабов. Много пабов, очень много пабов. А еще это родина Оскара Уайльда, остров фей и эльфов, пламенных революционеров и романтичных легенд. И здесь тоже есть выпускники российских вузов. Алло, меня зовут Моника Локман, я из Ирландии. Я разговариваю по-русски, потому что я учился в Пермском хореографическом училище в России. Моника Локман родилась в обычной ирландской семье, где все говорили по-английски, а Россию видела только в кино. Про Россию я знала только фильмы «Джеймс Бонд». И все-таки я знала, что культура у вас высокий уровень. И я думаю, я знаю, что все считали, как бы русский это такая... Ну, это очень интересно, нам непонятно. И поэтому мне тянулось туда. Все решил господин случай, когда мать Моники отвела ее в танцевальную школу. В Ирландии ты тогда занималась как девочка или ирландские танцы, или балет. Моя мама взяла меня, и я занимался балет с сестрами. А вот сюда приехала Большой театр, выступали, и после вот этого я поняла, что вот русский балет именно я хочу. Русская труппа привезла на гастроли в Дублин постановку балета «Спартак». Весьма сложная либретто даже для взрослого зрителя. Но Моника досидела до конца. Я ушла оттуда, и я считаю, что моя жизнь как бы немножко изменилась. Я поехала домой, я начала растягиваться, мне было больше интересно балет. Пока одноклассники выбирали синицу в руке и готовились к поступлению в вузы соседней Англии, упрямая ирландка стояла на своем. Я не хотела ехать в Англию, потому что я знала, что уровень, даже тогда я знала, что уровень балета в Англии – это не то, что есть в России. И не было возможности тогда заниматься балетом в России. Это было как лететь в космос. Однажды в Дублин приехала преподаватель из Перми. Отбирали лучших абитуриентов для хореографического училища. Она, когда смотрела на меня, она говорит, ну, хорошая фигура. Ну, знаешь, она вся такая была манерная. И я просто вот так вот на нее смотрела. Я даже, по-моему, это говорила. Вот. Но Монику забрали в Пермь лишь через год, когда ей исполнилось 14. Как выяснилось позже, это только к лучшему. Страшно было жить без семьи, без родителей, потому что русские дети, они более самостоятельны. Ирландские детей, их мама очень бережет. Но мне было тяжело язык. Здравствуйте, я знала все. И до свидания, и все. Как бы это было очень страшно. Учиться пришлось не только балету, но и взрослой самостоятельной жизни. А до этого я сама даже не стирала постель, я даже не снимала свою постель, чтобы стирать. Я сама никогда ничего никогда для себя не делала. И тут меня воткнули в интернат, еще сколько детей, может быть, 150 мальчиков, девочек. И это было, не знаю, вот действительно можно было, как будто я попал в другой планете. Сложно было еще и потому, что вокруг были более опытные ученики, а в Дублине профессионально балет никто не преподавал.
Теперь я понимаю, почему они говорят, что мне ничего не получится. И они начали, вот когда в 10 лет, они занимались каждый день, да? Я поехала туда, когда мне только стало 14 лет. Кто я такая? Почему я думаю, что я лучше всех? Ну, просто у меня получилось, и слава Богу. Но без вот их и без их школы это бы не получилось. С отличием, закончив хореографическое училище, Моника не торопилась обратно в Ирландию. Ее заветная мечта еще только начала сбываться. Я остался в Перми, потому что я начала подниматься. Так я начала как бы последняя девочка справа, потом перед последней девочкой. И это как, в принципе, тебе втягивает в это. И у меня там и знакомые, и лучшие подруги. И потом начали на меня внимание обратить. Очень тяжело от этого отказаться, когда всю жизнь ты мечтал об этом. Не испугали даже закулисные скандалы и интриги. Ну, люди любят интриги. Интриги всегда есть, где много народ, да? А где много людей еще и ты стремишься быть лучше другого человека, это без этого не может быть. Это просто людей. Пермь – это только звучит мягко. С суровыми зимами ирландскую балерину этот город испугал на всю жизнь. Кошмары снятся насчет этого. Ждали трамвай 40 минут, и нету трамвая. И надо идти пешком километров 7. Пытались ловить такси или просто поймать машину, и никто не остановились. И дошла я до театра за час, наверное. После такой прогулки на 30-градусном морозе Моника уже не рассчитывала, что когда-то сможет танцевать и вообще стоять на ногах. Я плакала, на меня парик одевали, мне гримировали, не смотри, что я плакала. Я не чувствовала ни рук, ни ног. И мне немножко чуть-чуть водка дали, правильно? И мне потом просто кинули вот так вот. И я, слава богу, я стояла в какой-то балете, но мне было просто истерика. Это было очень сложно. И мне до сих пор кошмары снятся, потому что я не чувствовала свои стопы вообще от колена до стоп. И подруга тоже. Чтобы пережить такую русскую зиму, конечно, нужно хорошенько подкрепиться. Можно, пожалуйста, оливье? Нет. Ну ладно, тогда я буду... Что еще? Борщ и вареники. Да, надо, потому что, если танцуешь 8 часов в день, надо калорий. Если нет, не можешь работать. Если не можешь работать, не можешь там себя кормить. И это такой круг. Надо постоянно найти энергию. Но любовь к русской кухне у Моники случилась далеко не с первого взгляда. Сначала я ненавидела русской кухню. Тогда еда была не очень, но они старались, тем не менее. Была каша манная, было, кисель. Вот, а потом, когда я выпустился, уже, конечно, тогда я полюбила. В театре уже еда была уже очень вкусная. Зато теперь, назло всем стереотипам о диетах балерины, Моника с удовольствием ест первое, второе и компот. Я, когда приезжаю в Питер, после этого мне надо на диету сесть, потому что я могу съесть просто с утра до вечера все, что я вижу. Но больше всего Санкт-Петербург ирландка полюбила за духовную пищу. Когда я ехала в Питере, я думала, почему я здесь не живу? Потому что теперь мне даже спрашивают до сих пор, ты бы где жила? Я бы с удовольствием завтра уехала жить в Питере. Потому что там все есть. Там очень красиво, там культура, там просто... я люблю Питер. Прожив в России 16 лет, Моника все-таки вернулась домой. Это театр Борд Гош в центре Дублине. И здесь я танцевала Жизель в главную роль, танцевала Щелкунчик тоже. И в главной роли, и там восточный, и мама танцевала, вообще все роли. Кстати, очень часто сюда приезжает русский балет, и здесь выступает.
Вместе с ней в Ирландию приехала и настоящая русская зима, чтобы Моника не скучала. Когда я была 5, я последний раз видел такая, а сейчас мне почти 40. Не жалко их. Холодно. Я играла белый лебедь и черный лебедь. Очень сложная роль лебединых. Они очень разные люди, очень разный персонаж. Вот белый лебедь, она очень мягкая, а черный лебедь, она такая жестокая женщина. О, это так поставлено, в принципе, что вот постановка в совершенстве, как бы, очень сложно даже объяснить этого. На родину Моника вернулась, чтобы привезти сюда русский балет, которого ей так когда-то не хватало в Ирландии. Я могла бы что-то изменить в мире только в Ирландии, потому что в Ирландии ничего не было до меня. И это очень одиноко быть здесь, но тем не менее у меня такие педагоги, как мне не это привести сюда, чтобы другие детей могли тоже почувствовать вот это уровень. Оказавшись уже самой в роли педагога и наставника, Моника признается, строгая школа русского балета – это must-have высокого искусства. Тинейджеры, с ними надо быть жестко, надо прямая сказать, что когда не хорошо, когда не плохо. Успехи учеников Моники не остаются в тени. Всех своих лучших подопечных она отправляет на учебу в родной альма-матер. У меня 4 девочки на стажировке в Питере, и мальчик у меня есть очень способный, очень талантливый. Он теперь в Перми учится, и я не очень довольна им. И для меня где-то там это очень важно, и это очень приятно. И я очень горжусь этим. А балетные костюмы и пуанты, наоборот, тщательно отбирает и привозит из России в Ирландию. Это шили в Михайловском театре. Это я танцевала в нем всего один раз, а потом мои дети танцевали, потому что это такая сложная партия «Черный лебедь», что мне и пары раз хватило. И это так красиво, в принципе. Если хорошая есть балерина, но ее нехорошо одевать, это уже не то. Надо всегда с уважением относиться к балету. Это самое уважительное, что можно сделать для балерины. В ирландском обществе Моника, можно смело сказать, провела настоящую культурную революцию. Из-за меня вот начали говорить про балет. И все знают мою историю, потому что настолько она необычная. Обычно девочки или мальчики отсюда уезжают в Англию, и они исчезают, потому что в Англии уровень, я считаю, по моему мнению, не очень так себе. Теперь в ее родном Дублине уже не представляют Рождество без похода в театр на Щелкунчика. Это все заслуга русской школы. Это все. У нас здесь балет нет, и без русской школы у нас здесь и до сих пор не было балет. Любопытная ирландка с непокорным характером или все же терпеливая русская с сильной волей? Попробуем разгадать загадочную душу нашей выпускницы. Русиано или кофе по-ирландски? Кофе по-ирландски. Волынка или гармонь? Валенка. Вологодское кружево или ирландское? Ирландская. Клевер или ромашка? Ромашка. Ирландский танец или русский балет? Балет. Лепрекон или Дед Мороз? И то, и другое. Паб или буфет? Буфет. День Святого Патрика или День Победы? О, День Победы. Россия или Ирландия? Россия. Итого 6-4. Битва не из легких, как и весь творческий путь Моники Локман. Где бы она ни выступала, в Ирландии или в России, в роли черного или белого лебедя, эта девушка всегда возьмет на свои хрупкие плечи тяжелую ношу первопроходца. Такой уж ирландский характер русской балерины. Мы пронесем через года.